Возвращение легенды мира шаманов Сатору Годжо. Как это произошло? Является ли это воскрешением или же это его душа? Сукуна впервые за долгое время вновь ощутил холодный пот на своей коже, новое оружие Аой Тода и улучшение техники Буги-Вуги. Так что погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, что почитать свою любимую мангу, Манхву Маньхуа, вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Глава начинается с того, что Тода демонстрирует свое новое оружие, которое он поставил в качестве протеза вместо своей утраченной руки. Называется этот инструмент виброшлеп, и как бы вам сейчас не было смешно, то, что сделал Аой с этой штукой, в итоге превратилось в гребаную имбищу. Он переместил активацию своей проклятой техники Буги-Вуги на вибрацию этого инструмента, который работает по принципу столкновения шара по деревянной коробке, внутри которой находятся стальные пластинки, вибрирующие после столкновения. И Тода синхронизировал количество перемещений с этой вибрацией, достигнув целых 50 перемещений за 1 секунду. Это позволило ему расширить область действия проклятой техники сразу на множество целей, и именно благодаря этому он смог эвакуировать всех шаманов из эпицентра взрыва, созданный Сукуной, находясь при этом за пределами демонической гробницы. Сделав удар по инструменту, Аой и Юдзи моментально оказались перед своим противником, а из-за того, что он смог достичь 50 перемещений за секунду, этот бой для Двуликого превратится в настоящую рулетку. Ведь эти трое будут меняться сколько угодно и как угодно. После чего Аой делает еще один удар, переместив себя за спину противника, а главного героя с фронтальной стороны. Рёмин готовился атаковать Итадори, но Тода делает еще один удар, меняясь с союзником местами, нанося королю проклятий удар ногой в голову, пока протагонист лупит Двуликого в бочину. Сукуна втерпает, он не смог защититься ни от одной атаки. Определенно, этот бой для него будет непредсказуемым и трудным. К тому же сам Рёмин подметил, что Аой появился здесь в не самое подходящее время, ведь его проклятые техники находятся в откате, и все, что у него сейчас остается, это рукопашный бой. Далее Тода перемещается в область повыше, спрыгивает и тут же меняется местами с королем проклятий, намереваясь нанести ему удар, пока тот находится в воздухе. Но даже находясь в таком положении, Рёмин смог увернуться от вражеской атаки, что удивило его оппонента. И теперь при следующем перемещении ему следует учитывать эту информацию. Итадори же не дремлет и, пропитав камень проклятой энергии, бросил его в своего противника. Тода это замечает и тут же меняет местами камень и ГГ, который с двух ног влетает в Сукуну, проламывая им потолок здания. После этого Юдзи хотел продолжить дубасить противника кулаками, но Двуликий вырывается и, хватая ГГ за голову, намеревался опрокинуть его. Тода же был начеку и не дал этому произойти, мигом поменяв их местами. И будучи в выгодном положении, Юдзи сразу же наносит Рёмину удар в бочину. Сукуна понимает, что привыкнуть к проклятой технике Буги-Вуги попросту невозможно, но если ему удастся вычислить максимум и минимум перемещений за один удар по инструменту, тогда ему удастся гарантированно предугадать, кто и куда будет перемещен. После чего, вырываясь из серии атак, Двуликий замечает сильную концентрацию Итадори и понимает, что это был как раз таки тот самый момент. И даже если он попробует ударить его в слепую зону, король проклятий сможет провернуть удар такой мощности, от которой ГГ точно не сможет увернуться. Но вдруг из дыма вылетает ворон Мэй-Мэй. Сукуна считает, что он ошибся, ведь сейчас, возможно, ГГ поменяется местами с птицей. Так что он тут же перегруппировывается и на опережение атакует того самого ворона. Вот только к его удивлению, они не поменялись местами. Тода обхитрил его, после чего Итадори, будучи в непосредственной близости, наносит удар черной молнией и словно зверь своими когтями начинает разрывать Сукуне грудь просто в мясо. Однако Двуликий, словно Годжо, сложил печать одной рукой и решил козырнуть и активировать расширение территории. И по словам рассказчика, Сукуна вполне способен многократно раскрыть свои владения при условии, если ему удастся восстановить выгоревшую технику. Вот только, как я вижу, он этого ничего не сделал и все равно намеревается раскрыть свое РТ. Однако прежде
чем это сделать, по словам рассказчика, Двуликий замечает выходящего из дыма сильнейшего призрака, которого он прикончил собственными руками. Данное описание отчетливо соответствует только Сатору Годжо. Все-таки Уй-Уй и остальные не просто так забрали его тело, и возможно им удалось вернуть к жизни сильнейшего шамана современности. Но пока точно непонятно, в каком виде сюда пришел Годжо, ибо вариантов тут несколько. Первое — это то, что Сатору все же не умер и его смогли вылечить, о чем нам могут говорить его шрамы на лице. Второе — это может быть проклятый труп. И третье — этого Годжо на самом деле нет, и он всего лишь является галлюцинацией Сукуна из-за того, что тот намеревался применить расширение территории, не восстановив сгоревшую проклятую технику, что в который раз нанесло серьезный урон по его мозгам. Все эти три варианта звучат очень правдоподобно, но мне очень хочется верить в то, что Сатору Годжо либо же вылечили, либо он на самом деле не умер. Ведь Двуликий и правда был в настолько большом шоке, поскольку он точно был уверен в том, что убил его разрезом мира. Так что если это все же настоящий Годжо, а не какой-то там призрак, так как проклятым духом он не может быть, тогда в следующей главе будем ожидать процесс воскрешения Сатору. И уже наверняка узнаем, ошибся ли король проклятий, что не раскромсал его напоследок, и благодаря Уй-Уй бедолагу смогли собрать. Гага, как всегда, нагнетает жару в и так обжигающую битву, так что будем с нетерпением ожидать следующую невероятную главу магической битвы. И также не забывайте, что прочитать свою любимую манху-манхуа вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.